Война подходит к концу. Путину и Зеленскому осталось объявить о ее завершении. Союзник Кремля призвал Москву и Киев осмелиться сделать официальное заявление. Срок завершения войны озвученный в Белом доме. Трамп при этом срывается на Зеленского и Путина. Что на этот раз? Берлин призвал ударить по России. ЕС ждет реакции США, а Москва заявляет о попытке Запада сорвать переговоры. От Финляндии до Польши европейцы собираются утопить в болотах российскую армию. ЕС заговорил о линии обороны из торфяников. Детали плана. Украинские мужчины пытаются бежать в Беларусь и Приднестровье. В то же время Украина впервые открывает границы на выезд. Но не всем. Кто обвинил Зеленского в создании Северной Кореи и в какой ультиматум выдвинут? Удар ВСУ по стране НАТО. Как Североатлантический альянс реагирует на нарушение воздушного пространства? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Украина впервые с февраля 2022 года открывает границы для мужчин и в данном случае на выезд. Но, правда, не всем, а лишь тем, кому от 18 до 22 лет. Новые правила пересечения кордона во время военного положения уже приняты. В правительстве решение объяснили так. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связь с Украиной. Изменение вступит в силу на следующий день после официальной публикации постановления. В то же время в Верховной Раде звучат заявления о том, что Украина – это Северная Корея, и границы должны быть открыты для всех. Нардеп Гончаренко зарегистрировал законопроект, который предусматривает снятие всех ограничений на выезд за границу и обвиняет Зеленского в искусственно созданной ситуации с закрытием границ. Ни один действующий на сегодня указ президента или закон Украины не является правовым основанием для ограничения права мужчин на выезд за пределы Украины. По сути, все ограничения введены с нарушением Конституции Украины. Это Северная Корея. С этим нужно покончить. Право на выезд за границу должны иметь все. Ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет должны быть сняты. В то же время украинские медиа сообщают, что теперь украинские мужчины бегут не только через реку Тысу на западе страны в ЕС, но и пытаются попасть в Беларусь. В 2025 году на украинско-белорусской границе задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И это вдвое больше, чем за прошедшие 3 года. Такие данные публикует Следство.Инфо. В то же время Государственное бюро расследований Украины заявляет о задержании военнослужащих и гражданских, в частности в Одесской области, которые помогали украинским мужчинам бежать в Приднестровье, но не бесплатно. За это брали от 5 до 10 тысяч долларов с человека. Украинская атака на страну НАТО. Непреднамеренная, но уже в поле зрения всех спецслужб. Начато расследование. Эстония заявляет, что ударный военный дрон, вероятно украинский, рухнул на территории страны и сдетонировал. Официальная версия гласит, беспилотник сбился с курса из-за действия российских средств РЭП. При этом в Минобороны Эстонии заявили, что ситуация связана с тем, что, далее цитата, «Россия продолжает войну в Украине, а Украина защищает себя». Громких обвинений не последовало. Этот частный случай показывает, что наши проекты по созданию барьера из дронов и эшелонированной противовоздушной обороны – это не то, на что у Эстонии есть несколько лет, а то, что необходимо реализовать быстро. Фокус противодействия дронам больше не ограничивается только восточной границей, а требует гораздо более широкого подхода. Отмечу, что дрон рухнул в Эстонии тогда, когда в Ленинградской области России наблюдалось активное передвижение дронов. Украина атаковала беспилотниками объекты на территории России. Дроны наносили удары как по объектам в Санкт-Петербурге, так и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, расположенном недалеко от границы с Эстонией. Агентство Рейтер пишет, что этот главный российский порт на Балтике потерял половину мощностей по экспорту нефти из-за атак украинских дронов на нефтепровод «Дружба» и нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области. Штурм и продвижение пехоты. В Украине заявляют о потере 2 населенных пунктов уже в новой области, где прежде не было российских войск – Днепропетровской. Мониторинговый канал Deep State, который ежедневно отмечает изменения на линии фронта, пишет, что под контроль России перешли Запорожская и Новогеоргиевка. Пехота РФ идет вперед при поддержке дронов и других средств огневой поддержки. Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать врага,
стабилизировать ситуацию и не дать противнику продвинуться дальше вглубь. Но, к сожалению, пока враг чувствует потенциал успеха и посылает бесконечную пехоту в штурмы. В украинском генштабе при этом отмечают продвижение ВС РФ, но опровергают информацию о потере территорий и говорят, что ВСУ в Днепропетровской области с позиций не отходили. Также продолжаются активные боевые действия в районе поселка Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками. Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности. Отмечу, что россияне заявляли о взятии новых населенных пунктов 2 дня назад и публиковали видео, как утверждается, снятое в Запорожском, Днепропетровской области. США готовы подключиться к созданию зонтика безопасности для послевоенной Украины, заявив о намерении обеспечить Киев разведданными, контролировать линию фронта и дать авиационную поддержку европейским войскам. По данным Financial Times, речь идет о стратегических возможностях от спутникового слежения до систем ПВО, которые обеспечат работу европейской коалиции и европейских войск в Украине во главе с Британией и Францией. Высокопоставленные чиновники США с тех пор неоднократно сообщали европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить стратегические средства обеспечения, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, системы командования и управления, а также средства ПВО в поддержку любого европейского наземного развертывания, рассказали Financial Times 4 осведомленных источника. Однако такой план возможен лишь при условии, что Европа направит десятки тысяч солдат, а внутри ЕС уже растет тревога. Никто не хочет оказаться в эпицентре нового витка войны с Россией. Накануне, кстати, европейцы провели переговоры с США. На повестке дня те самые гарантии безопасности для Украины. Европейский Союз, немного выдохшийся в санкционной войне против Путина, бессильно смотрит на Вашингтон, надеясь, что Трамп задавит российскую экономику вторичными санкциями. Об этом говорится в материале издания «Политика». Авторы уточняют, что 19-й пакет санкций ЕС, которые представят в сентябре, обходит стороной нефтяные доходы Москвы, сосредоточившись на судах теневого флота. Самые болезненные последствия для Москвы наступят, если будут введены вторичные санкции против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией. Но реальный эффект от них будет зависеть от США. Многие наблюдатели считают, что президент России Владимир Путин начал переговоры с Дональдом Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввел высокие тарифы против Индии за покупку нефти, экономической основы России. Следующим радикальным шагом было бы усиление подобных санкций для ограничения ключевой торговли России с Китаем. Информацию «Политика» по сути подтвердил президент Финляндии. Стуб дал понять, что Европа надеется, что терпение Трампа скоро иссякнет и тот нанесет удар по Кремлю. И я пытаюсь все время донести до Трампа мысль, что это типичная российская тактика затягивания, и они очень искусны в этом. И теперь вопрос лишь во времени, когда президент Трамп отреагирует на это и каким образом. Но, скажем так, я не обладаю хрустальным шаром. Но, возможно, эта реакция будет связана с военной поддержкой Украины, а также с какими-то санкциями, которые направлены на государства, ведущие бизнес с Россией. Но на данном этапе еще слишком рано говорить, какими они будут. Будем надеяться, что терпение президента Трампа скоро иссякнет. В то же время в Одессе, которую еще в июне этого года Зеленский назвал одной из целей России, накануне также говорили о гарантиях безопасности для Украины. Представители стран Бенилюкса подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, а украинский глава МИД заявил, что все обещания от союзников должны быть не просто словами, а закреплены на бумаге. Важно, чтобы такие гарантии безопасности, о которых мы с вами говорим, были закреплены в правовых нормах. Это фундаментальная основа. И для нас это то, что действительно будет вкладом в будущую стабильную архитектуру безопасности и не только в Европе. За разговорами о гарантиях безопасности в Украине следит Москва. В российском МИДе считают, что это Европа пытается, далее цитата, «не допустить долгосрочного урегулирования украинского кризиса в духе понимания Аляски». Словом, на Западе не намерены выпускать из рук Украину в качестве объединяющего фактора в долгосрочной борьбе с Россией. Именно поэтому там пропускают мимо ушей позиционные предложения Москвы о необходимости консенсуса в вопросах безопасности, а также об использовании русского языка и многих других аспектах. Диалог с теми, кто не хочет тебя слышать, бессмысленен.
Ни копейки Украине. Германия дает заднюю. Канцлер Мерц отправляет 2 сигнала в Киев и Москву. Замороженные российские активы останутся нетронутыми. Передавать их Украине не собираются. Такой же позиции и Бельгия, где и застыли российские миллиарды. Там говорят, что это средства Центрального банка России, которые обладают юридической неприкосновенностью. И если нарушить правила, то пострадает ЕС. Но доходы от этих активов все же пойдут на оружие против Москвы. Я считаю, что мы должны сохранить эти государственные активы замороженными. Вы знаете, что доходы от этих средств используются для помощи Украине. Это как гусь, который несет золотые яйца. Мы должны сохранить этого гуся. И в конце концов, когда мы будем говорить о мирном договоре, тогда, на мой взгляд, этот гусь может быть поставлен на стол переговоров. Но до того момента я считаю разумным сохранить статус-кво таким, какой он есть сегодня. Берлин при этом призывает немного подождать, а после также ударить по России. Мерц говорит, что Путин тянет время и не встречается с Зеленским, а потому необходимо переходить к санкционному давлению. Не больше. Путин считает правильным привязать эту встречу к предварительным условиям, которые с точки зрения Украины, а также с моей личной точки зрения, совершенно неприемлемы. Напомню, в Кремле называли заморозку средств России незаконной, а передачу доходов от них Украине воровством. Утопить в болотах российскую армию собирается Европейский Союз. ЕС неожиданно открыл для себя новое оружие против Путина – торфяники. Опыт Украины, когда в 2022 году ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень и тем самым не дали ВС РФ продвинуться, вдохновляет всю восточную границу НАТО от Финляндии до Польши. Об этом пишут сразу 2 западных медиа – Financial Times и Политика. Ученые и военные считают, что восстановление осушенных торфяников одновременно решает 2 задачи. Блокирует проезд бронемашин противника и спасает климат, удерживая СО2. Как оказалось, большая часть торфяных болот ЕС сосредоточена на границе НАТО с Россией и союзной Кремлю Белоруссию. От финской Арктики через страны Балтии, мимо труднообороняемого Сувалкского коридора Литвы и до Восточной Польши. В переувлажненном состоянии эта местность представляет опасную ловушку для военных грузовиков и танков. По данным исследователей, половина европейских болот разрушена, но их можно быстро вернуть к жизни. Финляндия и Польша уже рассматривают проекты возрождения болот на границе, а Брюссель требует к 2030 году восстановить 30% деградированных торфяников. Экологи уверены, противотанковые болота могут стать дешевой и быстрой линией обороны, а заодно подарить Европе шанс ускорить зеленый переход. Вместо колючей проволоки и бетонных стен – трясина, лягушки и мхи. Идея звучит парадоксально, но в Брюсселе ее все чаще называют самой мирной формой оружия. Ведь, как шутят ученые, болота не стреляют, они просто затягивают. В материалах изданий также вспоминают, как этой весной в Литве, недалеко от границы с Беларусью, погибли американцы, солдаты НАТО. Их бронемашина утонула в болоте. В то же время действия ЕС, которые перевооружаются, критикует союзник Москвы, президент Бразилии Лула да Сильва. Он заявил, что надо выделять деньги на борьбу с голодом и сохранение лесов, а не на войну. И уверяет, что война в Украине скоро закончится. Путину и Зеленскому осталось заявить о ее конце. Все знают, что эта война подходит к концу. Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, до какого предела дойдет этот конфликт, как и Европа, и Трамп. Они просто ждут момента, когда у них хватит смелости объявить о его завершении. Спецпосланник Трампа Уитков при этом заявил, что войны между Украиной, Россией, Израилем, Хамас и Ираном Белый дом собирается завершить до 31 декабря. Трамп же при этом накануне сорвался, заявив, что готов ударить санкциями не только по РФ, но и по Украине, ведь Зеленский не является невиновным. Это цитата. Кроме того, он прокомментировал слова Лаврова, который на днях говорил о нелегитимности Зеленского. Американский президент заявил, что все из себя что-то строят и занимаются позерством. Лукашенко продолжает вести переговоры с США. На повестке дня масштабный обмен. Освобождение тех, кто признан политзаключенными, на отмену санкций против Беларуси. Об этом пишет Жечь Посполита. В частности, Минск рассчитывает на снятие ограничений с авиакомпании Белавиа, а также с солигорского предприятия Беларусь-Калий, крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений. В то же время, несколько дней назад Лукашенко намекал, что подобные разговоры об освобождении были, и что если он примет решение, то на него могут злиться представители подконтрольных ему медиа, а также общества.
Я особо не переживаю за рейтинг, но мне не безразлично, что скажет мое общество о моих действиях. Вот освободили этих 16 человек. Не все же однозначно это восприняли, хотя всей полнотой информации не обладают. Я, наверное, больше, но я, тем не менее, в первую очередь вас понимаю, что вы всегда идете рядом и меня защищаете, говорите от моего имени. Я же не могу подвести вас. Что в пропаганде скажет Игорь после того, как ему там не понравится, что я кого-то там выпустил? Ну хорошо, если потерпит. Время покажет. Может, после этого летать будем свободно куда, санкции там и так далее. Все под прицелом. В Санкт-Петербурге заработали уличные камеры, способные определять этническую принадлежность прохожих. Система распознает до 6 категорий внешности. Кавказцы, среднеазиаты, восточноазиаты, европейцы, представители негроидной расы и некоторые индийские народы. По словам чиновников, такие технологии нужны полиции, чтобы отслеживать скопление мигрантов и так называемые резиновые квартиры. Это квартиры, в которых регистрируют большое количество мигрантов, но фактически там они не проживают. В городе уже работает около 50 тысяч таких камер, а итоги их эффективности обещают подвести только к концу года. На установку камер власти Петербурга потратили почти 40 миллионов рублей. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.